Однажды рыбак из итальянского города Пиньерола, что недалеко от Турина, собирался, как обычно, выйти в море. Он проснулся ранним утром, позавтракал и направился к своей лодке, которая, как и всегда, ожидала его на безлюдном берегу. Но вдруг рыбак заметил около лодки что-то блестящее. Подойдя ближе, он нашел предмет, который, судя по всему, был чьей-то обеденной посудой. Да и не просто посудой, а имуществом какого-то богатого господина. Ведь эта тарелка была из серебра, а на дне тарелки было что-то нацарапано. Честный рыбак решил отнести свою находку губернатору, а тот в изумлении спросил: «Ты читал, что написано на этой тарелке, и видел ли ее кто-нибудь в твоих руках?» «Так я неграмотный», — ответил рыбак, — «и я только что нашел ее». «Тогда ступай», — сказал ему чиновник, — «тебе очень повезло, что ты не умеешь читать». Узник железной маски – самый известный заключенный Европы, страшная тайна Версаля и одна из популярных исторических личностей. Его жизнь – это история политических интриг, страшных королевских тайн и одна из популярнейших исторических мистификаций всех времен. Слухи о загадочном узнике начали распространяться по Франции в конце 17 века. Подробности были крайне туманны, но история не могла не привлечь внимания, ведь несчастный был заключен под стражу по личному распоряжению Людовика XIV, а его личность всегда пряталась под маской. Узник 4 раза переезжал из тюрьмы в тюрьму, пока около 1703 года не умер в Бастилии. Было зарегистрировано, что мужчина в возрасте около 50 лет был тайно похоронен на кладбище Сен-Поль в Париже. Его вещи и одежда были сожжены на рассвете. Поговаривают даже, что стены его камеры были выскоблены и побелены заново, как будто этого человека никогда не существовало. После его смерти история неизвестного узника начала жить своей собственной жизнью. Парижские сплетники говорили, что его наказание связано непосредственно с французским престолом. С самого начала истории о человеке в маске были больше, чем просто сенсационными рассказами. Они играли прямую роль в пропаганде против династии Бурбонов. Благодаря 50-летней исследовательской работе библиотекаря Парижского арсенала и национальных архивов Франции в 2015 году у этого глухого дела появились первые за 300 лет зацепки. Так, в руки к исследователям и историческим активистам попали оригинальные переписки человека, который 34 года следил за личностью маски. История начинается в июле 1669 года, когда военный министр короля Людовика XIV отправил письмо коменданту тюрьмы Пиньероль по фамилии Сен-Мар. В письме сообщалось, что вскоре к нему под контроль прибудет некий узник особой важности и секретности с совершенно особыми условиями содержания. Сен-Мару было велено подготовить для заключенного особую камеру, которая больше походила на человеческий сейф со множеством дверей, которые бы закрывались одна за другой, чтобы никто не мог услышать, что происходит в камере. Такая защита нужна была не потому, что узник был особо агрессивен или опасен, а для того, чтобы ни один живой человек не смог узнать тайну его личности. Единственным человеком, которому разрешалось контактировать с заключенным, должен был стать Сен-Мар, но только один раз в сутки, чтобы предоставить заключенному все необходимое, чтобы пережить очередной день, то есть еду и воду. В конце письма следовало особое распоряжение: немедленно казнить узника, если тот решит произнести хотя бы слово, не связанное с его физическими потребностями. Этот безымянный человек проведет в таких невообразимых условиях социальной депривации больше 30 лет своей жизни. Со временем карьера надзирателя Сен-Мара пошла в гору. Его переводили из крепости в крепость и назначали на новые престижные должности. Но одно оставалось неизменным. Лишь ему одному дозволялось контактировать с таинственным заключенным. И в каждом новом месте заключения строилась многодверная звукоизолирующая система, специальная для этого пленника. Вы можете спросить, почему я до сих пор не упомянула главный определяющий признак этого человека – знаменитую железную маску, которую он носил, не снимая. И тут мы приходим к первой мистификации. Скорее всего, самой железной маски никогда не существовало. Нет, маска действительно была, но материал, из которого она была изготовлена – черный бархат, и использовалась в основном во время перемещения узника из одного места заключения в другое, для того, чтобы никто не мог увидеть его лица. Также некоторые историки считают, что это была уловка амбициозного Сен-Мара во время перевода заключенного в крепость на острове Святой Маргариты, которая находится возле Канн. Интригующая маска была надета, чтобы произвести впечатление на невольных свидетелей. Типа такой важный заключенный, которого сопровождает такой же важный Сен-Мар по личному поручению короля. 18 сентября 1698 года Сен-Мар достиг апогея своей тюремной карьеры, став начальником великой и ужасной Бастилии, и с этого момента маска стала неотъемлемой частью имиджа таинственного человека. Ну а история про жуткую железную маску, оснащенную специальным механизмом, открывающим челюсти, мы обязаны Вольтеру. Вообще, идеи Франсуа Мария Руэ, а именно так по-настоящему звали писателя, опережали свое время. Он топил за монархическую республику взамен абсолютизма, свободу личности, либерализацию
централизацию исполнительной власти и просвещение народных масс. Однажды 23-летний Франсуа написал дерзкий памфлет про инцест королевского регента Филиппа Орлеанского с собственной дочерью. И 17 мая 1717 года он получает формальный приказ от имени царствующего ребенка о прибытии в тюрьму. Фан-факт: в это время номинальному королю Людовику XV только-только исполнилось 6 лет. Причем о своем задержании молодой человек узнал сильно заранее, когда столкнулся во время прогулки с самим объектом литературной насмешки Филиппом Орлеанским. Он пообещал показать Руэ то, чего он еще никогда не видел. Этим объектом оказалась Бастилия. Да, не самый желанный туристический объект, но если уж острить, то острить со вкусом, потому что Франсуа Мария Руэ отсидел там дважды, и даже свой псевдоним Вольтер придумал тоже в Бастилии. Ярый противник абсолютизма, уже взрослый и состоявшийся Вольтер в 1771 году впервые выдвигает теорию о том, что знаменитый узник носил железную маску. Из переписок писателя можно понять, что он был заинтересован в этом легендарном персонаже в основном как в аргументе против безграничной власти короля, и был хорошо осведомлен о заключенном, которого называл «l'homme au masque de fer». Вольтер описывает неизвестного узника ростом выше обычного, молодого и чрезвычайно красивого благородного человека, которого в строжайшей тайне доставили в замок на острове Сен-Маргарит в Средиземном море. Во время поездки заключенный носил маску, на подбородке которой были стальные пружины, чтобы он мог есть, не снимая ее, а его охранникам было приказано убить его, если он откроет рот. Удивительно вдвойне, добавляет Вольтер, что когда пленник прибыл на остров Святой Маргариты, никто из влиятельных людей в Европе не исчез. Тем не менее, им узник без сомнения являлся, потому что в течение первых нескольких дней, пока он был на острове, губернатор сам расставлял посуду на столе, а затем удалялся, заперев за собой дверь. Возможно, Вольтер добавил металлический аксессуар к образу узника для того, чтобы история получила большее распространение. Кто знает. А если в это время никто из заметных персон не исчез, значит человек мог быть неизвестным для публики. И Вольтер выдвинул идею, что причина, по которой лицо узника всегда должно было быть спрятано под маской, главная тайна короля солнца – его родной брат. Эта теория вмиг стала популярной и разлетелась по всем европейским изданиям. Эта же теория в немного измененном виде легла в основу произведения литературной легенды Александра Дюма. Тот случай, когда теория заговора пишет про теорию заговора. Получается такая теоретическая рекурсия. По версии Дюма, под маской был не просто брат, а брат-близнец, похожий на Людовика как 2 капли воды, но рожденный минуты раньше, а значит имевший претензию на трон. Эта теория обыгрывается в фильме с молодым Лео Ди Каприо. Могут ли эти предположения оказаться правдой? Вероятнее всего нет. Но звучат они, очень красиво. Прямо как юный Лео Ди Каприо. И прежде чем я раскрою самые популярные и интересные теории о личности за железной маской, давайте вначале разберемся, в каких вообще условиях он провел почти всю свою жизнь. Потому что по описанию Вольтера пока больше похоже на санаторий, чем на государственную тюрьму. Бастилия была личной тюрьмой династии Бурбонов, в которой они прятали свои политические ошибки. Строительство крепости началось на 32-м году Столетней войны, когда король Карл V приказал Приво Парижа, Гюго Абрио, заняться укреплением города. В XIV веке Бастилия была лишь одним из многочисленных башенных укреплений, даже с воротами, которые позже заделали. Улучшенная версия крепости Бастилии должна была стать одним из самых защищенных мест города. 70 метров в высоту с 3-метровой толщиной стен. Она состояла из 8 башен в 5 этажей, а со временем, как и многие крепости, начала использоваться в качестве тюрьмы. Темницы были расположены в самих башнях и под ними. И если на верхних этажах условия были, еще более-менее терпимыми, заключенные жили в больших каменных помещениях с решетчатыми окнами, то вот подвальные камеры на глубине 6 метров ниже уровня земли были ужасными. Постоянная сырость, затхлость, свет и свежий воздух вряд ли сюда доходили. Всего крепость могла вместить 42 заключенных. Первым пленником Бастилии, как иронично, стал ее строитель Гюго Абрио. Его обвинили в коррупционных схемах с еврейской общиной. Это что, рубрика «Внезапный антисемитизм»? Среди заключенных Бастилии изначально были политические оппоненты власти и лица, удерживаемые по желанию их влиятельных семей. Первым, кто начал использовать Бастилию в качестве государственной тюрьмы для высокопоставленных персон, был кардинал Ришелье. Французов могли отправлять в тюрьму только на основании «Lettre du cachet» — приказа о судебном аресте того или иного человека в виде письма с королевской печатью. Доподлинно известно, что эти письма с печатью были готовым шаблоном, в который нужно было вписать имя человека, которому предстояло исчезнуть в подвалах Бастилии. Еще в крепость помещали запрещенные книги, так что диссидентам было что почитать. Но если уж совсем по-честному, когда твои заключенные в основном из высшего сословия, тогда и условия жизни в тюрьме станут сравнительно комфортными, по крайней мере для богачей.
Они имели право принимать гостей, имели свою одежду, слуг и даже собственное меню. В интеллектуальных кругах пребывание в Бастилии даже было полезным до репутации писателя или активиста. Такой себе знак качества. Экономист-просветитель Андре Морель был задержан за клевету на принцессу, позже написав: «Когда меня будут преследовать, я буду известен». Эти 6 месяцев в Бастилии были бы отличной рекомендацией и безошибочно сделали бы мне состояние. Да, отсидеть было выгодно. Бывало даже, что заключенные, когда им объявляли об освобождении, хотели посидеть подольше, чтобы пополнить свои сбережения за счет короля. Потому что командующему государство выдавало определенную сумму денег, которую он мог потратить на каждого отдельного заключенного Бастилии. И это пособие сильно варьировалось в зависимости от социального статуса человека. Самая низкая оплата составляла всего 3 ливра в день. И это все еще лучше, чем жили некоторые парижане. А дальше росла в 5 раз для богатых и известных. В то же время простолюдины, которых держали тут во время судебных разбирательств, поэты-памфлетисты, активисты против власти церкви, философы и даже книготорговцы, обитали в маленьких грязных помещениях без солнца и удобств. Либо же наоборот, на самых высоких этажах, где они страдали от погодных условий, мороза или изнуряющей летней жары. Камеры имели разную степень приспособленности для жизни. В большинстве было одно окно на разной высоте. Во всех комнатах, кроме подземелий, имелась также печь либо камин. Обстановка комнат в основном состояла из небольшой кровати с зеленой занавеской, стола, стула, кувшина для воды, медного подсвечника, ночного горшка, жестяного кубка, метлы, огнива и спичек. Некоторым заключенным разрешали улучшить условия содержания в тюрьме, и высшие классы этим активно пользовались и обустраивали свои камеры для того, чтобы чувствовать себя более комфортно. Еда была еще одним фактором, который варьировался в зависимости от социального статуса человека. Бедным подавали худшие из пайков, обычно какую-то жидкую кашу, суп или, может быть, если им повезет, хлеб, сыр и дешевое вино. А вот богачи составляли себе персональное меню. Также популярной жалобой была деперсонализация заключенных. Как только человек попадал в Бастилию, у охранников не оставалось повода использовать его имя. Каждая башня имела свое собственное название, и каждая камера была пронумерована, что означало, что вместо имени человека его называли по номеру камеры и названию башни, в которой он был заключен. Например, номер 1 из башни Свободы. Да, такая там тоже была. Но вообще содержание этой крепости, знатно обветшавшей за 400 лет своего существования, обходилось государству, а значит и налогоплательщикам, в неприятно крупную сумму. Знакомо, правда? Только представьте себе, как эта махина мозолила глаза парижанам, потому что старая жуткая крепость находилась в историческом центре города. Не очень-то комфортная городская среда. Короче, еще в 1784 году был предложен первый план сноса здания и переустройства квартала. Но план привести в действие не успели. Случилась революция. В день взятия Бастилии, 14 июля 1789 года, в крепости находилось всего 7 узников. 4 фальшивомонетчиков, 2 мужчин с психическими расстройствами и 1 убийца. И уже на следующий день было решено крепость разобрать, так как она была символом тирании и жестокости королей. Часть каменных блоков с Бастилии пошли на сооружение моста Конкорд. Один из ключей от крепости, как символ народного освобождения, отослали лично Джорджу Вашингтону. Большую часть информации, которую мы знаем об узнике в железной маске, мы можем получить из писем у вечного попутчика и тюремщика Сен-Мар. К счастью, он был достаточно болтливым малым и результативно переписывался со множеством людей из королевского круга. Как я уже упоминала, его письма были обнародованы в 2015 году. И казалось бы, спустя 300 лет ученые наконец нашли подсказку к личности узника в маске. Ну как подсказку? Прямое указание, а именно его имя и род деятельности. Юстаж Доже, камердинер. Ну вот, неужели самый большой секрет в истории Франции раскрыт? Мы вроде как знаем и личность железной маски. Тогда почему это не стало культурной сенсацией? Кто вообще такой этот Юстаж Доже? Когда историки попытались найти человека с таким именем из нужного временного промежутка, эффект получился неожиданным. Потому что этот человек упоминается в государственном скандале 1679 года, известном как «Дело о ядах», в ходе которого сотни человек, включая представителей аристократии, одного из министров самого Людовика и даже его любовница, мадам де Монтеспан, были обвинены в отравлениях, колдовстве и поклонению сатане. И вот в документах указано, что этот самый Юстаж Дуже был камердинером казначея кардинала Мазарини. Почему, если в скандале замешаны сотни людей, самое страшное наказание ждало всего одного, да еще и слугу? Исследователь вопроса Пол Санина, профессор истории из Калифорнийского университета, утверждает, что за свою жизнь кардинал Мазарини накопил огромное состояние, а именно около 9 миллионов фунтов. И это не считая стоимости его материальных владений.
что делает Мазарини самым богатым человеком XVII века. В своем научном детективе профессор пишет, что в качестве слуги кардинальского казначея Юсташ Дюже обнаружил, что большая часть богатства Мазарини накоплена за счет английской королевской семьи. Звучит как почва для международного скандала. Тогда почему его просто не казнили? Зачем нужно было строить для слуги особенную камеру, тратить огромные средства на его содержание, да еще и нанимать человека, который 34 года следил бы за ним и построил на этом всю свою карьеру? И если в документах и обществе этот человек уже был известен, зачем ему железная маска? Так много вопросов, на которых пока что нет ответа. Чтобы вы понимали контекст и масштаб события, около 450 человек были привлечены по делу о ядах. Многие были казнены, часть посажена в тюрьмы, но почему лишь один из сотен оказался в таких условиях? Что такого мог знать этот человек? Может, это была какая-то страшная тайна самого короля? И для того, чтобы выяснить, зачем человеку в маске так долго сохраняли жизнь и держали его личность в огромном секрете, обратимся к другой популярной теории. Во время своего правления король Людовик XIV был самым важным человеком Европы. Он провел на троне 72 года, и это абсолютный рекорд среди всех монархий. Да, даже недавно почившая королева Елизавета правила всего каких-то 70 лет. Под влиянием теории Вольтера о тайном брате-близнеце появилась версия, что под маской находился другой близкий родственник короля, а именно его биологический отец. Согласно этой теории, Людовик XIV не являлся родным сыном своего предшественника и исторического отца. Логично, Людовика XIII. И ведь действительно, обстоятельства рождения Людовика-младшего весьма странные. Он появился на свет спустя аж 24 года с момента заключения родительского брака, поэтому его рождение посчитали чудом. Такой большой срок, понадобившийся для производства наследника, и отсутствие у короля любовниц принесли ему звание Людовик Целомудренный, а также предположение о его гомосексуальности. На самом деле, родители короля Солнца поженили, когда им было всего по 14 лет. Обычно в таком юном возрасте консумацию принято было откладывать, но в случае Людовика XIII и Анны Австрийской первая брачная ночь была вынужденной, чтобы избежать возможного аннулирования. Известно, что Людовик XIII был робким мальчиком, не проявлял интереса к женскому полу, а еще ходили слухи, что на брачное ложе его пришлось нести на руках. А самой Анне Австрийской в будущем приписывают роман с тем самым кардиналом Мазарини. Но чисто теоретически годы бесплодия или банальное нежелание делить постель с женой могли стать поводом найти какого-то неизвестного никому мужчину со способностью к размножению, чтобы он стал чем-то вроде суррогатного отца для будущего короля. Единственное условие для прохождения кастинга на подобную роль — об этом никто и никогда не должен узнать. Вероятно, королевские секретные службы сделают все, чтобы стереть сам факт существования биологического отца. В принципе, такая теория могла бы оправдать всю невообразимую секретность вокруг одного узника. Просто король Солнца мог быть не в восторге от идеи убить своего собственного отца, но вот спрятать его был обязан, как страшную тайну династии, которая отбросила бы тень на легитимность короля и его право на трон. Теория хороша по многим параметрам. Она кинематографична, вполне логична и даже имеет обоснование. Если была бы хоть одна маленькая улика. Но нет. На 2004 год насчитывается около 1000 публикаций по теме железной маски. Автор каждой из них стремится угадать личность заключенного. Из возможных вариантов есть и незаконно рожденный сын Мазарини и Анны Австрийской, то есть сводный брат Людовика XIV, и опозорившийся своим побегом с поля боя генерал Вивьен де Булон, сын короля Англии Карла II, который мог знать тайну государственных взаимоотношений, и даже Петр I, которого выкрали во время Великого посольства, а в Россию отправили самозванцы. Ну, или перворожденная дочь самого Людовика, которую заставили скрыть свои локоны под маской, чтобы она не имела претензий на трон. Ведь править должен мужчина. К сожалению, главная проблема любой из этих теорий, связанных с загадочным сидельцем, ни одной из них нет веских наукоемких доказательств. Уже 300 лет эта тайна не поддается ни ученым, ни писателям, но дает очень плодородную почву для людей разных профессий и интересов. Но, конечно, самая большая ирония в этом всем в том, что, пытаясь сохранить своего пленника в тайне за 7 печатями, король Людовик XIV создал очень громкий тюремный прецедент и сделал своего узника самым известным заключенным из всех когда-либо живших. И если в этом конкретном случае железной маски как таковой не существовало, то вообще следы этого ужасного аксессуара можно найти во многих европейских странах. И если применение этой пытки к мужчине не самого низкого происхождения вызвало ужас в просвещенных кругах Парижа XVII века, но подобная железная маска стыда, примененная к женщине, в принципе была ок. Это унизительное устройство называется Scold's Bridle, или бранная уздечка. Она выполняла функцию маски позора. По сути, это металлическая клетка, надевавшаяся на голову провинившегося или провинившейся. В некоторых случаях устройство было снабжено металлическим выступом, который упирался в рот, иногда с шипами, которые причиняли боль при попытке заговорить.
Концепт позорной маски был разработан в Шотландии и впервые использовался в 1567 году. В английском уголовном праве термин common skull чаще всего использовался к вспыльчивой женщине, которая любила сплетничать. Так что эти маски также называют узда сплетницы или маска ведьмы. Возможные нарушения, которые включают пытку маской стыда в качестве наказания, флирт, подслушивание, ложь, супружеская измена, ну или банальная попытка огрызнуться на мужа в то время, когда мужское слово не могло подвергаться сомнению. Когда на голову сплетницы надевали уздечку брани, ее также можно было провести по городу, ну для усиления воспитательного эффекта. А вот в Шотландии XVI века в дополнение к маске провинившегося могли приковать к столбу в назидание прохожим. Время пытки могло варьироваться от 30 минут до нескольких часов. Насколько известно, в Новом Свете железная маска превратилась в железный кляп, использовавшийся надсмотрщиками в качестве формы наказания рабов на юге США. В частности, в бразильской католической традиции есть святая, которую зовут Анастейша Эскрава. В ее истории много пробелов, но вкратце эта девушка была очень красива, так что ее заставили носить железную маску до конца ее жизни, снимая раз в день только для приема пищи. Девушка прожила так несколько лет, прежде чем умерла из-за столбняка. Так что да, судя по всему, история металлических масок в качестве наказания совсем не выдумка французского интеллектуала. Закончить наше маленькое расследование я хотела бы историческим фактом. Во время Великой Французской революции неприступные стены Бастилии были взяты. Крепость была разрушена как символ государственного произвола, а на ее месте установили табличку: «Здесь танцуют, и все будет хорошо». У нас у всех тоже скоро все будет хорошо. И мы тоже будем танцевать. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, чтобы я выпускала больше полезных и интересных роликов. И до встречи у подножия горы Парнас.